Всем привет! Вы на YouTube-канале Аксель Франк. И что мы видим на картинке? Вот это у нас кот Вилли. Вот это у нас Арчик. А это мой аккумулятор моей доски, а сверху спасательный жилет. А сегодня в ролике у нас будут утки, гигантская кормушка для уток. Будут помидоры, очень-очень много помидоров. И, конечно же, наши коты. С них и начнем. Так, кого принес Арчик? Мышь, да? Я боялся, что птичка. Да, мышь. Он пришел и объявил громко. И Вилечка тоже пошел. Арчик молодец. Поохотился. Он позвал Вилли, он пришел, громко позвал его, Вилли пошел. Он так делает, он приносит Вилечке подарочки. Да, Вилечка его похвалил. Молодец, говорит. Ой, мальчик маленький. Да, он для Вилечки принес. Да. Это уже, кстати, не первый раз. Он приходит и начинает его звать. Ну да. Так, Вилечка говорит, так, я не буду снимать, как он ест. Как он ест, я снимать не буду. Извините, дорогие зрители. Я люблю. Так, гортензии вовсю начали розоветь. Сегодня у нас 2 августа. Вот по состоянию на 2 августа. В этом году, что интересно, бутоны, вот цветки, они меньше. Вот в прошлом году они были больше. Вот в этом году что-то не понравилось. В предыдущих роликах я вам показывал не раз помидоры, которые у нас росли. Была отличная урожайность, все было очень вкусно, но прекрасно приходит конец, и помидоры закончились. Итак, написано помидоры самосбор. Вот. То есть берешь, вот тут пакеты лежат, висят, берешь пакет, заходишь и собираешь. Вот тут разные сорта. Мы вот этим пользуемся, когда у нас уже закончатся свои помидоры, там осенью, а здесь еще долго они в теплице. Вот, еще где-то месяц после того, как наши уже закончились, мы заезжаем, я по дороге в супермаркет заезжаю сюда и здесь беру помидоры. Очень-очень хорошие помидоры здесь. Вот. Это садовое хозяйство неподалеку, по пути в город Фельдкирхен. Я вам про него уже не раз рассказывал. Мы там много чего покупаем. В частности, наши помидоры, вот рассаду мы покупали именно здесь. И у них же вот эти огромные теплицы, где выращиваются помидоры. Также у них вот и баклажаны есть, и дыни. Дыни, кстати, очень хорошие у них. А вот кабачки, перцы, ну, много чего. Все это их, и все это абсолютное био. Абсолютное био, там не применяется никакой химии. Ну, здесь навоза полно. И у них очень хороший выбор помидор. Причем помидоры, ну, вкуснейшие. А вообще, мы жили в Болгарии. Вот в Болгарии были очень вкусные помидоры. Ну, просто ввиду климата. Вот тут лошади, кони пасутся. Тут хозяйство с конями большое довольно. Вот. И в Болгарии были вкусные помидоры, ну, просто вот им хватало солнца, ну, вот все подходящее. Вот в Австрии, на юге, в Каринтии помидоры тоже очень вкусные. То есть, на самом деле, есть много стран, которые посевернее, вот, где помидоры, они вот по виду вроде похожи, а вкуса нету. Вот, со вкусом проблемы. А здесь нет, здесь, видимо, солнце, ну, все-таки это юг, у нас мы на широте Одессы находимся. Вот, это достаточно южно, и солнце летнее, горячее, его достаточно, чтобы помидоры вызревали. Вот, мы у них будем покупать, ну, где-то у них все это будет продолжаться до конца октября. Вот смотрите, вот там кониферма, тут это садовое хозяйство, вот я снимаю из садового хозяйства, а это завод. Это очень такое серьезное предприятие, которое делает металлоконструкции для мостов, для эстакад, для каких-то вот таких мегапроектов. Оно, кстати, очень известное. То есть, вот в Германии какие-то крупные мосты, вот мне статья попадалась, они как раз сложные металлоконструкции закупались вот в городе Фельдкирхене, вот на этом предприятии. Вот. Ну, сейчас у нас опять будут немножко коты. Коты тут бегают по территории, комбинируют, что-то пытаются вот, сказать, себе организовать,
какое-то развлечение. Вот, как я говорил, они у нас четко реагируют на погоду. То есть, если дождливая, сырая, какая-то холодная, все, коты дома сидят, никуда не на улицу, так сказать, на ночь не уходят. Как-то вот у нас сейчас было 2 дня дожди сильные были, потом один день еще, там сказать, коты сидели дома, как штык. Просто вот с нами телевизор смотрели, свою ветчинку получали. А вот этой ночью у нас первый раз было сухо, такая погода хорошая, вот сегодня вообще день солнечный, все, коты дома не ночуют. То есть у них вот такие они молодцы. А вот смотрите, сейчас я вам расскажу немножко про уток. Вот уток как бы значительная часть их улетела, но те, что остались, они нашли себе... Вот смотрите, они летят с поля. У них кормушка огромная. Вот когда комбайн убирал, у него из бункера немножко тут просыпалось. Или когда грузили на машину, он перегружал. Вот немножко рассыпал зерна. Вот за этим зерном они туда, на поле, и прибыли. Вот. Да. Там ее соплеменники. Вот черные точки на поле — это все утки. Целая стая тут. Вот это обычная картина. То есть утки про эти поля знают. И они обычно стаи опускаются, стая, так сказать, проходит, собирает, полетели дальше. Они четко отслеживают. Буквально комбайн пройдет, вот на следующий день они уже готовы. Они уже тут как тут. Ну вот коты, вечер с котами, которые дома, сидят на улицу, смотрят, но, так сказать, вот открываем, нет, не хотят выходить, говорят, нет, мы дома посидим, на улице некомфортно. Ну вот, взяли эти флоксы, цветы попадали. Из-за этого дождя. Вообще, особенность этого года — пришло похолодание сильное с дождем. Ну как похолодание, ночью опустилось до плюс 6, плюс 8 и дождь, и днем плюс 18. Но это сильное похолодание, оно пришло где-то у нас с 14 по 16 число. А вот у нас байкеры, и им удалось буквально за день до похолодания провести свой вот этот парад. Вот буквально последний день они ухватили. У нас сорвалась поездка в Хорватию. Мы планировали ехать в Хорватию на 5 дней. Там Ирина хотела в море покупаться и так. И как раз 5 дней выпало вот идеально. Сильный ветер, дождь и, короче, похолодание. Мы просто отменили резервацию, решили не ехать. Съездим попозже уже с экскурсионными целями. Но как-то вот тоже хорваты, знакомые, говорят, странно, обычно до конца сентября у нас все окей. Ну тут тоже на озере до конца сентября обычно, я в прошлом году 30 сентября на доске плавал, вода, ну все, погода была. И вот то, что пришло в этом году 14-15 числа, в прошлом году пришло как раз 1 октября, на 2 недели позже. Ну, вот какой-то год был, летом была какая-то жара где-то, кругом какие-то засухи были по Европе, ну, у нас ничего такого не было, но вот где-то страдал народ, были какие-то засухи, ужасная жара, но после этого похолодание и осень пришли пораньше. Ну, мотоциклистов в этом году было на 30% меньше, чем обычно бывает, но все равно очень много. Ладно, на этом все, желаю вам всего наилучшего и пока-пока.